Салют, people! С вами Human и, как всегда, глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Цены на видеокарточки уже просели ниже рекомендованных, вышла новая защита от майнинга, вернее для майнинга LHR, но в итоге она оказалась поломанной. Параллельно с этим Россия обходит санкции на электронику, а грядущие консоли от Sony и Microsoft смогут тащить 8К. Так что го смотрите, я создал. Не прошло и 2 месяцев, как Nvidia представила свою новую флагманскую видеокарточку. Тем не менее, Евга решила, что пришло время все же снизить ценник на видеокарточку. Может быть временно, может быть нет, но теперь она стоит $1899 99 центов. Да, настолько дотошно, я вам говорю. А это на соточку меньше, чем рекомендуемая розничная цена на старте. Евга FTWT RTX 3090 Ti Black — это как раз таки модель без разгона, но она поставляется с той же платой и системой охлаждения, что и FTW3 и FTW3 Ultra. Это у нас массивная 3,5 слотная конструкция длиной в 30, мать его, сантиметров, оснащенная 3 вентиляторами и поддержкой подсветки RGB. К сожалению, ну или к счастью, это не массовая акция или же скидка, так что если мы проведем беглый взгляд на Newegg, то мы видим, что RTX 3090 Ti все еще продается там по рекомендованной розничной цене. Ну, во всяком случае, так это было в течение последних 7 недель. С другой стороны, цена по RRC — это разве плохо? Даже на фоне выхода новых грядущих видеокарт, что от Nvidia, что от AMD. Но, ребятки, соглашусь все-таки с тем, что далеко не все готовы платить почти $2000 за флагман RTX 3090 Ti. Многие предпочли бы средние или же даже бюджетные сегменты. Так, ребятки, я повторяться не буду, уже пару раз говорил о том, что сначала сломали LHR 2 версии, потом доломали LHR 3 версии, что вследствие мы смогли с вами майнить бы на RTX 3050 и 3080 Ti на 12 гиг, то есть на последних видеокарточках Ampere, которые выходили. Ну, не беру в счет 3090 Ti. Однако с выходом нового драйвера от Nvidia Game Ready 51295, ну, скажем так, все вернулось на места своя. Но здесь как раз таки я и вижу уже начало, вернее уже, собственно, и продолжение подковерной игры. Ну вот смотрите, какая история. LHR у нас поломали первую, вторую и третью версии. И возможно даже не поломали, а Nvidia все слила. Особенно на фоне того, что вот грядет выпуск новых видеокарточек, новых линеек и все остальное. Даже некоторых рефрешей, типа 3090 Ti, назовем это так. Плюс даже в копилочку мы добавляем сниженный спрос на майнинг из-за того, что творится с криптовалютой, из-за регуляций в США, из-за того, что на биржах и так далее. И вот как раз таки, чтобы вы якобы не думали, что Nvidia слила защиту, выходит новый драйвер. Типа вот, мы все-таки восстановили справедливость. Но здесь как раз таки и есть основная соль. Что мешает майнеру оставаться на предыдущем драйвере? Откатиться делов-то не стоит ничего. Ферштейн, понимаете? Отлично. Ну сейчас, ребятки, перервемся ненадолго на рекламу, потому что она позволяет именно этому проекту жить. Так что будьте любезны, либо посмотрите, ну, если не особо хотите, можете, конечно, скипнуть. Но лучше посмотрите. Ну а потом мы с вами продолжим информацию о том, как происходит параллельный импорт в России. И все-таки посмотрим, что там у нас с консолями на 8К. Ну а теперь информация для тех, кто любит чилить и зарабатывать одновременно. WaveDAX — это игра, которая построена вокруг цифровых изображений уток в формате NFT. В чем суть? Ну, в процессе игры участники с помощью различных механик получают внутриигровую валюту, они же яйца, и они же токены X, которые утята тратят на NFT уток, то есть основных персонажей игры. Каждая утка имеет свой набор генов, который формирует ее редкость. Чем реже утка, тем больше она несет яиц, при этом обеспечивая средний годовой пассивный доход до 250%. Вы можете коллекционировать уток, делиться ими с другими игроками, а также скрещивать для получения уникальных персонажей с высокой ценностью. Кстати, после регистрации вы получите бесплатную утку, но далее будет возможность бесплатно получить игровую валюту путем действий в соцсетях, а в телеграм-канале описывается еще больше деталей и подробностей. Ну, либо же вы можете закинуть токены за фиат. В маркетплейсе вы можете найти самых разнообразных уток, и ныне самая дорогая из них стоит сейчас $14 000. Также вы можете купить долю в уже существующей ферме и получать часть от общего дохода, но он ежедневно распределяется между владельцами фермы. Для новичков это самое то. Говоря за бои в игре, то здесь внедрена система Play to Earn. Можно получать доход в игре без вложений, и каждые 6 часов происходит новый раунд с собственным призовым фондом. Просто выбираем ферму, за которой будем сражаться, а далее побеждаем в бою и получаем жетон акций. Если проиграли сражение, ничего, штрафа нет. И так можно до бесконечности. Заработанные токены доля колхоза будут приносить вам пассивный доход в долларах яйцами ежедневно. Ну а сам призовой фонд составляет до $28 в неделю. Так что дерзайте, пробуйте и играйте и зарабатывайте. Все ссылочки в описании под видео.
Ну а теперь я вам расскажу, ребятки, как Россия обходит санкции. Для начала, тех, кто не в курсе, кратко говорю, что проблемы с электроникой в России связаны не только с введенными санкциями, которые косо-криво работают, плюс еще и с падением рубля, и даже несмотря на то, что он фиксируется сейчас искусственно. И вот, поскольку Евросоюз начал и уже вводит пакет санкций, то стали невозможны привычные пути поставок, а значит логистические цепочки пришлось выстраивать с нуля. Плюс добавляем сюда и сниженный спрос, и логический вопрос, почему он снизился? Ну, потому что когда происходит экономический коллапс, то люди все же предпочитают тратить фиат на реально нужные вещи. Но вот отдельные торговые сети налаживали все-таки контакты с поставщиками из Китая и Казахстана, что, собственно, и позволило купировать дефицит. Ну а цены пошли вниз. А 25 мая пресс-служба NVIDIA Eldorado сообщила о старте закупок по программе параллельного импорта. Правда, точных данных о партнерах и каналах, по которым пойдут поставки, они не сообщили. Да и очевидно, что данная информация, в прессу никак не попадет официально, во всяком случае, большинство, именно масса основная этой информации. По понятным причинам. При этом в NVIDIA Eldorado заявили, что техника Apple в рамках существующей программы поставляться не будет. Почему? Дело в том, что компания легко отслеживает перемещение каждого устройства, поэтому они могут и в любой момент заблокировать целую партию, которая будет ввезена в страну с нарушением санкций. Получается в итоге кирпичи. Более того, ряд экспертов отмечает, что ныне перед торговыми сетями остро стала проблема сервисного обслуживания. Так что, согласно правовым нормам, действующего законодательства РФ, всю ответственность на себя должен взять продавец. Вот только есть сложности с поставками оригинальных запчастей, и это не говоря уже о сервисных центрах, которые и вовсе работают в непонятных условиях. Более того, у Apple уже сейчас имеется на рынке России масса проблем. Поставок новых нет, а значит компания закрывает свои точки магазинов непосредственно на территории РФ. То есть санкции вроде бы есть, но работают они через пень-колоду. Ну что, друзья, по данным компании TCL, уже в следующем году Sony и Microsoft смогут представить консоли не следующего поколения, но нового поколения, которые смогут в 8К. Польский сайт PPE, он принял участие в пресс-конференции TCL в Польше. В итоге производитель телевизоров рассказал о своих ожиданиях от рынка консольных игр и о том, как он будет готовиться к появлению еще более мощных устройств. Но здесь сразу уточняю, это консоли не Next Gen. Это прям так вот, скажем так, официально говорится. Это консоли 9,5 поколения. Они прям так вот и регламентируются. Что-то такое промежуточное. Тем не менее, в этом обновлении среднего поколения, будут представлены обновленные модели как PlayStation 5, и возможно это будет PlayStation 5 Pro, так и новый Xbox серии S и X. А слухи об этих консолях появились еще до того, как были выпущены, собственно, текущие модели. Тем не менее, это первый раз, когда производитель телевизоров представил свои прогнозы. Так вот, компания ожидает, что данные консоли смогут уже выдавать нам графику в 8К. Правда, не говорят, что там по FPS, это 30 или 60, но тем не менее. И они должны работать на уровне, внимание, видеокарты RX 7700 XT. Да, ее пока что нету даже возможной в производстве, но во всяком случае в официальном пространстве, но вот такой уровень она предполагает. И я в этом очень сильно убежден, потому что ничто не мешает использовать Navi 32 с той же интегрированной видеографикой RDNA 3. Как и справедливо, в принципе, то, что пока что нет официальных данных, якобы RDNA 3 будет работать в консолях. Не потому, что не может, а потому, что вообще будет интегрировано на, скажем так, на уровне железа, или же не будет. Значит, думаю, что будет. Но если учитывать, насколько близки были, скажем так, железки внутри консолей на базе RDNA 2, особенно когда вот это все выходило с ПК-версиями, которые в итоге, вы понимаете, RDNA у нас находится в консолях, то, имеет место быть такая теория. В целом, возможности рендеринга в 4К и вывод в 8К могут зависеть от обновленных методов временного масштабирования. Вот такие как Fidelity FX Super Resolution 2.0, которая поддерживается архитектурой именно AMD RDNA. При этом сами же консоли будут выпущены не ранее 2023 года, и если вы вдруг не помните, то тем же сериям PS4 и Xbox One потребовалось 4 года, чтобы получить обновление в середине производительного цикла, и 7 лет, чтобы получить преемника. А ныне ни Sony, ни Microsoft не подтвердили, что вот такие обновленные консоли планируются в ближайшее или в дальнейшее время. Собственно, и AMD, которая поставляет свои сок обеим производителям консолей, тоже не давала никаких комментариев по этому поводу. Официально и неофициально. Вот такие вот пироги в IT-пространстве ныне. Ребятки, на этом у меня для вас на сегодня все. С вами, как всегда, был Human. Как всегда, спасибо вам за поддержку. И как всегда, кайфовой вам игры!